Друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа, Александр. И сегодня у нас будет небольшое путешествие на остров Коh Rong. Эпи со мной не поехала, я еду с Евгением. Пока Евгения нет, вот только его собака тут со мной. Евгений где-то вон там пытается дойти. Сегодня мы отправляемся в такое небольшое путешествие. Вот на этом корабле. Не, красиво. Нам с погодой везет, потому что штиль, да? Да. Не то что штиль, а как раз время переменной погоды. То есть еще буквально позавчера здесь была очень сильная волна, а сейчас вообще все поменялось. И, ну это что такое? Это месяц апреля, я бы сказал. Да. Но никак не начало июня. Пиво. Держи. Мы ждем опоздавших пассажиров. Все мы отправляемся на корабле. Билет стоит $25 в оба конца. Цены немножко подорожали, но потому что подорожал бензин. Евгений и Декс. Иностранцев всего 2. Остальные все местные. Итак, друзья, добро пожаловать на Коh Rong, наш любимый остров. Так, вот Евгений, он взял с собой зонтик. Я говорю: Жень, зачем зонт взял? Он говорит: от дождя. Нет, ты ничего не понимаешь в гламуре. Собака. Собака? Нет, собака и зонтик. Ой, друзья, смотрите. Коh Rong, как всегда, великолепен. Да мы уже букинг, да. Ух ты, блин, слушай, стоп, слушай, держи Декса, потому что он начинает драться с собаками. Он начинает драться с собаками, ну что такое? Я хотел тут рассказать о том, как Коh Rong великолепен, а тут происходит такая бойня собак. Кстати, Декс у Евгения такой боевой пес, все время идет в бой до конца, не останавливается. Так вот, Коh Rong, конечно же, прекрасен, красив. White Beach Hotel, туда идти минут, наверное, 10. Вот этот прекрасный пирс. Люблю это место, просто люблю. Всем вам рекомендую сюда приехать. Островная жизнь не меняется. Как всегда, красивая. Так, с собаками осторожно. Они, кстати, на Декса пытаются собаки напасть на твоего. Кстати, тут выборы скоро. Послезавтра. Вот тут все про выборы. Друзья, вот мы зашли в бар к Джанкеру. Джанкер. Да. Передает всем привет. Вы помните, это был мой первый выпуск про остров Коh Rong. Это ресторан Джанкера. Там его супруга. How are you, bro? How is life? How is life now in Ireland? It's quiet. It's quiet. Last 3-4 days very quiet, but no problem. It's normal. I'm expecting a good low season because people are bored after 2 years staying at home. Now they will start to come, so it won't be a low season. Okay, nice to see you. Cheers. Cheers, bro. Cheers. Здоровья. На здоровье. Друзья, иду в направлении своего отеля. White Beach Бунгало называется. Смотрите, народу вообще никого. Но сейчас, правда, уже 5 вечера. Может быть, люди уже ушли с пляжа. Местные. Но мы, кстати, ехали на пароме, все время были только местные. Уже подхожу к White Beach. А вот там вот, если дальше его, там уже идет Treehouse. Как раз там, где я жил. Но вы это уже видели. Вот в White Beach сегодня я живу. Друзья, я заселился.
Вот такой вот у меня бунгало с видом на море. Есть такая зона, где можно посидеть. Вот. Но они мне дали почему-то 2 кровати, сказали, что такого номера другого не было. Ну и ладно, я буду с 2 спать, как говорится. Так, что здесь? Немножко, кстати, дом какого-то странного положения. Здесь такой душ. Кстати, очень даже ничего. И туалет. Так, ну вот такое бунгало. Немножко покренилось в момент ковида. Я, кстати, не совсем им доволен, но ладно. Но зато тут круто. Тут очень крутой пляж. Просто крутейший пляж. Сейчас уже, правда, 17:20 и уже... Ну, нет солнца просто. В такое время. Волна, кстати, небольшая. Сейчас зайдем и искупаемся. Ну, я уже был здесь. Вот. Вы видели здесь? Я здесь и купался. Вот там Трихаус отель. Ну, если кто знает, Кохронг. Трихаус, а вот этот White Beach. Ну, White Beach, конечно, пострадал после ковида. Пострадал. Ну, ничего уже, все, раз уж заселились, будем жить здесь. Здесь пляж просто сам по себе, White Beach настоящий, очень классный. Сиамский залив. 2 июня. Камбоджа. Супер вода. Я жду Евгения. Евгений должен тут выйти. Просто Евгений живет вон там. Он там почему-то забронировал себе номер. Значит, смотрите, я не рассмотрел, а у номера, получается, есть такой наклон. Попал в такую историю, что... Смотрите, вот я-то по уровню просто как... Ну, чисто как инженера. Вот смотрите, видите, здесь вот так вода где, на каком уровне. А я потом вот так делаю, раз. Видите, как вода выше. Это означает, что нет ровного уровня. Но они такие мне сказали, мы сейчас придем, короче, кровать твою поднимем на какие-то бруски. Вот такая история. Друзья, у нас доброе утро. Значит, вот этот отельчик надо, скорее всего, покидать. Потому что все-таки они устали от ковида. И прям заметно, что у них тут все как бы очень плохо. Раньше, вот, допустим, отзывы были хорошие об этом отеле, но сейчас я так могу сказать, что он просто устал. Устал, и за такие деньги он точно не годится. Так, вот завтрак тут у нас, значит, что тут есть? Яичница есть за $2. Ну, такой, кстати, прям недорогой здесь завтрак. Если в Трихаусе там точно подороже. Вот сейчас что-нибудь выберу. Все, как видите, сезон дождей. Но мне такая погода нравится. Да, но с отелем надо что-то решать будет сейчас. Просто совсем не очень. Пойду в Трихаус скажу, посмотрю, что они там мне могут предложить. А здесь просто возвращать деньги и все. Так как 3 ночи я оплатил. А вообще на Кохронге, конечно же, идиллия. Такая спокойствие полное. Туристов очень мало. Ни иностранцев, ни кхмеров. У нас тут выборы будут на выходных, поэтому
Они все пойдут голосовать. Местные. Ну что ты пришел, а? Тут, конечно, собаки такие. Иди сюда, я тебя поглажу. Иди сюда, иди сюда. Так, ну вот мне принесли завтрак за $6. Английский завтрак. Скоро пойдет, наверное, дождь. Вот они пришли. Попрошаечки пришли. Я их тут угостил немножко. Как их не угостить? Да? Шарик. После Пномпеня, безусловно, здесь, вот особенно сейчас, такой прохладный воздух. Я, если честно вам сказать, прям очень кайфую от этого. Когда прохлада, не жарко. Так, а я иду в Трихаус спросить, что у них там с номерами. Трихаус бунгало. Да, территория у них здесь очень красивая. Так, они мне согласились вернуть деньги, и там держали $10. Но типа того, у них какой-то сервисный сбор, типа давай мы тебя переселим в другое бунгало. Я говорю, ребят, ну что вы, в Трихаусе я сейчас сходил, посмотрел, сейчас вы посмотрите тоже, но там всегда классно. Я думаю, что вот в этой части острова, в Трихаус, это лучший отель именно вот на этом, вот в этом вот районе. Там, конечно, есть отельчики вообще крутые с других сторон, а вот здесь это Трихаус, если будете, то только сюда, только в него. Вот они. Да, вот здесь в Трихаусе есть обезьяшки. Вот они, обезьяны. Так, а вот мой дом на дереве. Т1 у него название. Так, сейчас я вам покажу. Ну, я вам уже все тут показывал. Я же уже жил здесь. Ну, вот те, кто не видел прошлые ролики про Кохронг, можете посмотреть. Ну, тут вообще класс. Смотрите. Выходишь. И красота такая у тебя. Очень красиво. Мне тут уже номер он подготовил. Этот товарищ, смотрите. Ну вот здесь. Здесь намного лучше. Белое белье. Водичка есть. Все. Ценник такой же. Ну, туалет, правда, может быть обычный совсем, но ничего. Ага, вот она, вот она, вот она, вот она. Приперлись обезьяшки. Отсюда! Ну смотрите, хотели сейчас утащить мои сланцы. Ах вы это, обезьяшки. Погоди отсюда! Представляете, я только что сейчас шел сюда, говорил, что не надо тут вещи оставлять. Я просто смотрю, как она схватила мой этот сланец. Черт ее побери. Как вот одежду еще тут нужно посушить. Они могут и одежду тащить, но одежду навряд ли будут брать. Вот такие обезьяны тут. Так что, если что, имейте это в виду. Слушайте, это не просто кора. Что, бычки берешь. Они просто кушать хотят. Голодные обезьяны — это опасная история. Да вроде не сильно агрессивные. Вот так вот, давай-ка. Черт побери. Ага. Так, 6, блядь. 6 обезьян. 6 обезьян. Вот это кора.
Так, друзья, вот Евгений пришел с Дексом спасать меня от обезьян. Я вчера Жене говорю, зачем ты взял с собой зонт? И вчера зонт казался таким. Что нам Будда послал сегодня? Вчера зонт казался как бы не в тему, а сегодня зонт оказался в тему. Декс, давай, тут этих обезьян ты должен просто, чтобы они до сюда близко не подходили, а то они тут меня атаковали. Так, а мы тут ракушек заказали. Сейчас ракушек принесут. И вот немножко пива выпьем. И это маракую ты принес, да? Маракую как с пивом? А это ее не с пивом. Сейчас. С текилой, что ли? Ты хочешь сейчас текилу, что ли, выпивать? Я лично с ракушками буду текилку. Я давно хотел. Да ладно. Это еще где-то соль была. Так, ну что, вот нам здесь принесли морских ракушек, очень вкусных. Сейчас я здесь вам фотку размещу, как они выглядят. А это вот такие они здесь. Пожарили их нам, очень вкусные. Ну вот с пивом можно. Евгений хочет, конечно, текилочки уже. Их варят бахнуть. и потом жарят. Да, варят, потом жарят. А у нас, как видите, погода... Мне такая погода нравится, на самом деле. Прохладненько, идет дождичек маленький. Декс нас охраняет от нашествия обезьян. Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится дружить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится дружить. Вот здесь, как видите, на пляже Трихаус, пляж такой каменный, каменные глыбы. В сезон дождей тоже хорошее море. Немножко капает сейчас дождик, но тоже круто. Вот здесь, кстати, местный вариант устриц. Вот смотрите, видите, как это устрица сейчас немножко уже как бы она скрылась, а вот это устрица местная. Они очень мелкие, ну, в общем-то, также вкусные, примерно такие же, как и устрицы, допустим, те же тихоокеанские. Но они очень маленькие. На таких камнях они здесь обитают. Самое парадоксальное, знаете, в том, что вот там белый песок на пляже, а здесь желтый. Как видите, вот просто желтый песок. Желтый. С коптера это вообще очень сильно хорошо видно сверху. Вот просто интересно такой. Вот так природа сделала. И камни здесь, знаете, такой вот причудливой формы. Вот тут похоже на какую-то голову.
И вот мое бунгало здесь. Вид из него, сами видели, топовый. Доброе всем утро с Кохронга. У нас, как видите, сегодня все утро идет дождь. Где-то часов он в 6 начался, гром прям гремел. И продолжается вот уже практически 3,5 часа. Тут ко мне пришел Декс. Бросил Евгения. Я смотрю, с утра Декс тут сидит. Пошли на завтрак. Вперед, вперед, вперед. Так, я сейчас иду на завтрак. Декс агрессивничает здесь на всех. Он вообще никого не боится. Просто всех собак просто разгоняет вообще. Такой смелый пес. Главное, чтобы он ни с кем тут не сцепился. Так, а я заказал себе английский завтрак за $6. Еще вафли. Что, ты хочешь зайти в номер? Заходи, заходи, заходи. Ты как тут пришел-то, этих обезьян даже нет. Да? Так, распогодилось. Дождик перестал. Мы идем с Дексом встречаться с Евгением и поедем сейчас по острову на байках. Пытаемся снять мотобайк. Евгений забраковал. Типа не очень. One more, please. Он не тянет вообще. Да я на нем ездил, нормально едет. Ну ты ездил, ну теперь ты со мной ездишь, будешь ездить как человек, а не как турист. Где? Вот эти? Выбирай, руки. Да, блин, давай вот на этом поеду, на сером. Так, короче, мы сняли $7,5 стоит мод. Сейчас поедем. У Декса задача бежать за Евгением. Устанет сейчас собака. Все, уже не может. Декс залез ко мне на мод. После дождя на мопеде вот по такой дороге прям опасно. Аж подбрасывает, видите? Конечно, вообще неустойчивый. Декс! Там вот буйволы лежат в грязи. Ну что, ты давай посади его, то он уже бежать не может. Декс, давай залазь быстрее. Так, Декс,
Разберись с ними. Смотрите, он просто такой наглый пес. Просто, ну не на своей территории, просто берет и нападает на них на всех. Декс в деле вообще. Красиво, красиво, никого нет, белый песок, бирюзовое море. Так, ну а я сейчас хочу здесь на дроне полетать, посмотрите, какие тут красоты. Евгений уже пошел в море. Проблема вот этой части острова, здесь в песке живут какие-то мухи. И вот я пока тут сейчас дрон запускал, они мне все ноги искусали. Такие мелкие мухи. Вот. То ли их там как-то тревожишь, они вылетают из песка и начинают грызть. И прям такое очень неприятное ощущение от этого. Не знаю, как они называются, но вот такая вот тут есть проблема. Потому что здесь они все время откладывают яйца в песке. И если как бы на пляже нет никакого движения, то у них проблем нет с этим. А вот если там, где люди постоянно ходят по пляжу, тогда яйца не могут выжить, и все, там, если песок постоянно сдвигается. А здесь вот мало людей ходит, и поэтому такая проблема. Ну тут, знаете, такая идиллия, здесь просто никого нет. Тут и в сезон-то людей мало, а сейчас вообще. И просто вот ты один на таком большом пляже. Очень круто. Пляж, конечно, классный, но вот есть только вот эти мелкие мухи. Мухи — это прям такая проблема. Мы приехали в другую часть острова. Здесь вот какая-то рыбацкая деревня. Там рыбацкие шхуны стоят. Ну тут такой пляж, как видите. Отлив, камни. Некрасивый. Точно. Какие-то вон там бунгало стоят, не знаю, но тут никого нет. Ни туристов, никого. Останки ракушек.
Вот они, смотрите, видите, какие вот эти мухи? Просто грызут нереально. Здесь, кстати, нет вот этого белого песка, значит, они и так просто где-то тут живут. Ну, конечно, вон они, вон у тебя вся спина, вон в них. Мухи просто поганые такие вообще. А вот там, где деревня, там этого нету. Самое, знаете, что неприятно, потом чешется нереально. Вот хуже, чем от комаров. Так это какой-то отель здесь, да? Заброшенный, я так понимаю, они вышли, что ли, делал заново? Но тут пляжа-то нету, тут как тут купаться? Тут вообще место такое. Прям пляж очень плохой. Ну просто типа, это к мерам, если море не нужно, они могут здесь. Так вот на острове часто вот такие дома стоят. И люди чем-то тут занимаются, не знаю, хозяйством каким-то. Я вот, кстати, даже не вижу электричества, что было подведено. Максимум, наверное, что у них есть, это солнечные батареи. Да, с этой части острова пляжи такие непригодные для купания. Отлив. О, это кошмар, да? У тебя вся спина в волдырях. Плохо. Офигеть. Буду болеть. У меня, говорю, что у меня ноги нереально чешутся все. Надо было мне одевать футболку в квартире. Ты, блин. Такие мухи здесь ужасные. Ребята в волейбол играют. Я вообще думал, что здесь ничего нет. Тут, оказывается, вот тут целая жизнь. Дома вот такие на воде. Везде сети. Это очень интересно. Смотрите, тут прям вон парень на лодке туристов, наверное, возит. Вот там какие-то черепахи есть даже. Вот видишь, там они на картинке держат. Может, это что-то с ними, с черепахами связано? Питомник черепах, они их выращивают. Да? Недавно у них был, расплодились, то есть первый такой нормальный приплод пошел. До этого все неудачные были, а это нормальный буквально недавно. Слушай, я даже этого и не знал, что тут на Кафронге это есть. Ну, интересно. Ну, поехали туда, посмотрим дальше. Мы продолжаем дальше ехать в джунгли. Магазинчики здесь у них есть. А, и здесь, кстати, есть электричество вот в этой части острова, вот в этой деревне. Короче, вот такая тут дорога вообще началась. Мы тут едем на Lonely Beach. Прям очень тяжело ехать. Мотает его, не знаю, видно вам или нет. Я сам сейчас залетел так тоже. Дороги нет. Но вот здесь, смотрю, они будут ставить электричество. Видите, столбы стоят. Вот такую дорогу сделали. Такая вот пальмовая роща. Коконата. Красиво. Декс нас ведет. Это наш пахмерский дом. Дон? Так, вот мы приехали на Lonely Beach и попросили, чтобы нам дали кокоса. Здесь кокосов просто... Настоящего кокоса, именно кокоса. Да, здесь просто это... Огромное количество кокосовых пальм.
Вот нам сейчас прям снимут кокосик. С этой палкой он работает, парень. Мы воды с собой не взяли, вот. О! Ту. Да. Ты. Ага, кат. Давай. Ну вот он, Lonely Beach. Он действительно lonely. Так, слушай, а вот это же уже, по-моему, материк. Это не остров. Вон там. Да, сейчас я вот открою карту. Так, вот нам принесли, значит, кокосик. Будет... Можешь снять, как у него рубят. Да я как бы у меня... Ну, рубят как все, уж все видели, как рубят. Вот тут есть эта вот такая часть. Вкусная. Ноги подними, А нет, тут, кстати, мух нет. Знаешь, почему нет мух? Потому что тут песок, короче, такой желтый. а людей мало. И в желтом песке их нет. Видите, людей этих мало, но... Вот интересная особенность этого пляжа, здесь нет вот этих мух, которые грызут. Абсолютно. Ни вправо, ни влево. Ты что, считаешь, это самый лучший пляж? Самый лучший пляж. Посмотреть на вид. Вот, на кокосовые пальмы. Не, ну красиво, конечно, красиво. Но немножко, конечно, грязновато на берегу, но это мусор с моря приносится весь. Но это еще нормально, это не к Мерскому. А- Если бы ты в Кепе был, на пляже Антур, там вообще кошмар. Не, ну в Кэпе грязновато, я видел. Вот для меня самое лучшее место это здесь. Ну теперь ты знаешь. Ну да, сюда можно приехать со своими едой, с циновкой и прям провести здесь целый день. Тут самое-то главное, что здесь, знаешь, здесь можно не как на Саксон-Бич на солнце будешь сидеть, вот когда, если солнечная погода, а здесь вот можно в пальмах сидеть и все. А можно, в принципе, пообедать и сразу сюда поехать. Тоже вариант. А вон туда дальше я на дроне залетал, там вообще белый песок есть, пляж прям с белым песком туда. Там еще он какой-то маленький остров, прикинь. Вон туда дальше. Буйволы. Азиатские буйволы.
А вот эти кокосы они подготовили как раз вот уже, чтобы они прорастали, чтобы высаживать пальмы в этой кокосовой роще. Очень тяжело ехать здесь. Просто чуть не упал. К вечеру джунгли начинают оживать и усиливаются звуки. Лодку просто сюда занесло в мангровый лес. Так, все, вот мы доехали до нашего пляжа. Сейчас будем сдавать мотик. У меня тут подножка на мотике стала стучать, отвалилась. Так они здесь, смотрите, взяли ее, тут привязали эту подножку вот на такую веревку. Ну так, абы как сделано. А так, друзья, берите здесь мотоцикл и катайтесь. Дороги отличные сделаны на острове. Ну, есть, конечно, местами такая сложная. Вот мы здесь сейчас спускались просто по сложному. Очень интересно покататься по всем пляжам. Мы, собственно говоря, сегодня попали на 3 пляжа. А так здесь пляжей очень много. Поэтому рекомендую вам брать мотороллер. Здесь есть также еще и квадроциклы. И путешествовать по острову очень интересно. Уже вечереет, 6 часов. И вот тут всякие ресторанчики выставляются около вот этих пирсов. И, в общем-то, нам с погодой прям везет, я бы сказал бы. Не жарко, но только вот дождь был с утра и все. Я ноги просто помою после мотозаезда. Они реально грязные все. Так, мы вот пришли в один здесь ресторанчик такой. Здесь очень интересное меню. И очень дешево все. Просто очень дешево. Вот суп за $3, кольца луковые за 2. Я взял вот всю такую картошку за 4. Салат вот такой. Смотрите, какие цены. Рис $3. У нас еще есть сюрприз. А, да, вот, кстати, кто помнит, этот Кампотский ром. Его тут производит Степан. Вы его видели в одном из роликов, когда мы ездили на острова на яхте, так называемой. Вот очень классный напиток. Передай Степану привет, он тоже смотрит твой канал. А, да, тогда, Степ, тебе привет. Вот будем сегодня еще раз эту маракуйевку твою пробовать. Вообще, классный напиток. Будете в Камбодже, ребят, обязательно купите, везде продается. И сколько стоит в магазинах? Я не знаю, $8-10. Долларов 8-10. Так, ну вот котлетка пришла с картошечкой. И вот такой вот у меня еще суп с лапшой. Прям порция огромная, действительно, заказал очень много. Вот еще у нас тут друг подошел, Олег. Салют. Живет здесь очень давно уже и сейчас занимается изготовлением предметов из дерева профессионально. Ну не подходит она к еде. То есть Вот Олег сказал, что ему не понравился этот Кампотский ром. Почему? Нет, понравился? Ты попал. Нет, он тебе нравится, но в смысле он не захотел сладкого, да? Сладкий, конечно. Это дешевый напиток. Сладковатый, да. А что это за водка? Какую водку мы будем пить? Как это Самую называется? дешевую. Не, ну а водка-то она и есть водка. Ну да. Это польский рок. Да? А как называется? Русков. Как же еще поляк может назвать водку? Конечно, Русков. Ну для понимания она где-то $5-6 стоит, правильно? 6. Она из Польши импортируется, да? Ты вышел? Ты вопрос. Не, ну под такую закуску только водка, мне кажется. Не, и ром тоже нормально пойдет. Я говорю, пить не буду на островах. Вообще. Ну а мы не пили, собственно говоря, с тобой. Мы так чуть-чуть выпили пиво. Немножко текилы и все. Вчера. Будь здоров. Давай.
Было интересное название у этого, у твоего кафе, твоего ресторанчика. Как он назывался? Наверное. Не ресторан. А, у Олега был ресторанчик. Таверна. Ресторан подразумевает собой что? Все открыли, этот таверна тоже назывался? Конечно. Таверна, креветка и укроп. Привет, Пилков. У нас доброе утро следующего дня. Смотрите, сегодня погода какая отличная. И солнце, и штиль, и такой легкий бриз чувствуется. Супер, повезло. Но мы уже сегодня возвращаемся в Пномпень. Сейчас в обед уже лодка придет. Друзья, ну вот и подходит к концу наше путешествие. Кафрон в этот раз мы увидели с разных сторон, новые пляжи. Очень интересно, сделаны хорошие, интересные дороги. Кстати, вот отели здесь есть любого уровня. Я вот посмотрел, сколько стоит вот тот отель, над которым мы летали. $1000 в сутки. Там все включено. Вот такие тут тоже есть отели, чтобы вы понимали. И есть хостелы дешевые по $7. Вот, мы тут общались с одними голландцами, они оттуда. С этого хостела были $7, да. Или вот там есть 20, 30, 40, 50, 100, всякий разный. Отелей много, остров достаточно большой, интересный. Приезжайте обязательно. Евгений всем привет передает. Или точнее говорит до свидания. До свидания. Все, друзья. Пока. Скоро будут новые видео. Я возвращаюсь домой к семье. Декс после бешеной вчерашней пробежки не может идти. Молочная кислота поразила его мышцы. Так, вот наш скоростной паромчик.